Всем привет, я Гульнара, и это проект «Мы в России». Здесь мы рассказываем и показываем жизнь иностранных студентов в России, а в частности, в прекрасном городе Южного Урала, в суровом Челябинске. Сегодняшний выпуск посвящен актуальной теме – это образование. Затем и приезжают иностранные студенты, чтобы получить престижное образование в России. Сегодня мы узнаем, какие специальности востребованы среди иностранцев и почему они выбирают именно Россию. Российское образование считается одним из самых сильных в мире. Ежегодно тысячи иностранных абитуриентов выбирают вузы России и поступают не только в университеты столицы, но и регионов, как, например, Южный Урал, Челябинск. Сегодня получить высшее образование для иностранцев России проще, чем когда-либо. Они могут учиться на платной либо бюджетной основе, в очном формате, либо дистанционный формат. Они могут учиться на русском языке и даже на английском. Давайте же узнаем, какие специальности популярны среди иностранных студентов. Меня зовут Даша, я из Казахстана. Я жила в городе Костанай, это маленький городок в Казахстане. Особенность моего города в том, что он находится посередине, и он очень многонационален. До Челябинска от моего города 6 часов езды. Выбрала я Челябинск, потому что я уже знала, что буду учиться в России с начальных классов. Я знала русский язык до приезда в Россию, потому что в моем городе в основном все разговаривают на русском языке, и мало можно где услышать диалог на казахском. Я учусь на эксплуатации транспорта. Я выбрала эту специальность, потому что мне с детства было интересно автомобили, как они устроены, и я решила, что свяжу свою жизнь с автомобилями. Я поступала через программу российского сотрудничества. Я собирала грамоты, очень обязательно был аттестат и хорошие оценки. Главное учиться, знать, для чего ты едешь, не чтобы погулять, а учиться. У меня не возникало сложностей. Я планирую уехать за границу, и там получать новые знания и опыт. Меня зовут Ю Хаотong, мне 20 лет. Я приехала из Китая. Мой родной город Чанчжун, это на севере Китая, это большой город. Но я отец работал здесь, и он говорит, что здесь и там университет очень хороший, и я приехал. Я совсем не понимал русский до приезда в Россию. Моя специальность – русский язык как иностранный. Я выбираю эту специальность, потому что эта специальность поможет мне в дальнейшей работе. Я сначала проучилась на подготовительном факультете, и потом сдать экзамен русскому языку и стали свои документы, диплом средней школы, и потом поступила в университете. Нужно свой паспорт и средней школе документ, средней школе диплом, результаты, там список. Я рекомендую, что иностранным студентам, которые хотят приехать в Россию на учебу, заранее выучить русский язык в своей стране. Но самое главное – грамматика, потому что грамматика очень трудна. Я буду работать в своей стране, Китай. Меня зовут Упасак, я бенгалец из Индии. Учил уже почти 3 года в России. Сейчас я просто закончил русский язык подфак, и в этом году я начну аспирантуру в экономике факультете. Я приехал из города Калькутта в Индии. Качество образования здесь очень хорошо, но не так дорого. Это был первой причиной. Второй, русская культура и русские традиции для меня не новые, потому что детства я обычно видел русский цирк, русский балет и с родителями. Много русских авторов, например, Пушкин, Чехов, Толстой. Поэтому я все знал уже. Я окончил магистр здесь на английском языке, магистр экономика. И сейчас, в этом году я буду начинать аспирантуру тоже на экономический факультет. 5 лет уже я работал в Индии как бизнес-аналистом. Первый я получил предложение от университета. И потом я дал паспорт к мой консультант. Он получил виза для меня. Потом я купил билет и приехал в Россию.
В России, когда я приехал, я дал мой паспорт и учебный документ в университет, и я получил новый виза за 1 год. И потом я сделал медицинский анализ, я купил страховку, и потом я сделал медицинский анализ. Мы здесь иностранец, и здесь обычно лечить в больнице очень дорого. Поэтому, конечно, надо страховка. Но я всегда хотел стать преподавателем, исследователем. Поэтому я думаю, после аспирантуры через 3 года я буду стать преподавателем или исследователем. Это очень хорошая возможность не только для меня, я думаю, это очень хорошая возможность для всех студентов, которые учатся здесь. И есть такая, как особенная организация, русская организация, которая есть на каждой стране. Это называется Россотрудничество. Россотрудничество, эта организация дает квота, и для этого мне нужно отправить свои документы. И если они думают, что у меня все хорошо, у меня образование было хорошо, у меня результат был хорошо, и тоже там потом будет интервью. И если интервью пришел хорошо, тогда студенты могут получить квоту. Думаю, это очень хорошая возможность. Меня зовут Хусрав, я из Таджикистана. Я из Душанбе, это столица Таджикистана. Я уже более 5 лет нахожусь в России. Россия является для нас как второй родиной. И между нашими странами безвизовый режим. И любой, кто хочет приехать, может приехать, но главное указать цель приезда. Я приехал с целью учебы. Я очень хорошо понимал русский язык, так как 90% жителей столицы говорят на русском языке. И русский язык считается в Таджикистане как второй язык. И, естественно, я был в числе этих 90%. Я являюсь магистрантом 1-го курса факультета истории. И считаю, что каждый человек обязан знать свою историю, знать своих героев, ну и также через какие там этапы проходили их страны. Мой старший брат окончил этот университет, он же посоветовал мне. Я прошел собеседование, это было где-то в начале июля, сдал все экзамены. Ну, честно говоря, думал, что не прошел, так как последний экзамен был английский язык, а я не очень хорошо владею этим языком. Но через пару недель мне пришло письмо на почту, что о поступлении в ВУЗе. Я собрал все необходимые уже документы, обратился в миграционный отдел. И то же самое советую всем иностранным студентам. Меня зовут Бакыт, я из Казахстана. Я из села Косыстек, находится от 70 километров от города Актобе, где я обучался в бакалавриате. В России живу уже 5 лет. Как для любого гражданина Казахстана, обучаться в России и работать не составляет огромного труда. Почему выбор пал именно сюда? Как мы все знаем, Челябинск является промышленным городом, тут развита металлургия, а ЮрГУ в этом направлении является лидером среди вузов России. И выбор пал сюда именно. И я думаю, что обучение в ЮрГУ будет фундаментом для будущей карьеры. Русский язык знаю на хорошем уровне с детства. У нас в Казахстане большинство разговаривают на казахском и на русском языках. Я обучал русский язык в плане грамматики с 5 класса. На данный момент русский язык обучают также с английским вместе с детского сада. На данный момент я являюсь аспирантом 3-го курса по специальности металлургии черных, цветных и редких металлов. В этом направлении я обучаюсь уже с бакалавриата, как я говорил, учился в Казахстане. После окончания бакалавриата решили поступить в ЮрГУ, приехать сюда, подали все требуемые документы в приемную комиссию. На следующий день сдавали экзамены. Экзамен входил в магистратуру, когда поступал. Экзамен по специальной части, общеобразовательные предметы, также проходили собеседования. В ближайшие годы, год-два, планирую защитить диссертацию кандидатскую, получить степень кандидата технических наук, также вернуться в свою родину и работать
в одной из крупных компаний по сфере металлургии. Сложности, конечно, были, но их надо преодолевать. Также посоветовал бы иностранным студентам быть активным очень, участвовать в внеучебной, в научной, также спортивной жизни университета. Не лежать в общежитии, не сидеть в комнате, а просто заниматься тем, что любишь. Сегодня мы узнали, почему иностранные студенты выбирают именно университеты России. Надеюсь, что эта информация будет для вас полезной при поступлении в ВУЗ. Надеемся, что этот выпуск вам понравился, и вы убедились, что Россия может дать престижное образование. Не зря же 315 тысяч иностранных студентов выбирает именно эту страну. А с вами была я, Гульнара. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Хоша калын!